Соединенные Штаты Америки – очень развитая страна с передовой экономикой, но и в ней не все так гладко. Даже штаб-квартира ФБР не всегда может помочь снизить уровень преступности до минимума. Сегодня ты узнаешь, какие города в Америке самые опасные. Открывать наш список будет штат, в котором уровень преступности ниже, чем в среднем по стране – Миннесота, и его крупнейший город – Миннеаполис. Название дословно означает «город водопадов». Самому городу было суждено стать центром торговли благодаря развитой транспортной сети, а водопады Сент-Энтони на сегодняшний день являются крупнейшим источником гидроэнергетики на реке Миссисипи. Миннеаполис быстро растет. В городе постоянно идет работа по поддержанию и развитию жилых кварталов, у каждого из которых своя неповторимая атмосфера. Но почему город считается криминальным? Все дело в событиях 2020 года. Убийство Джорджа Флойда привело к массовым беспорядкам. Это и подняло уровень преступности в городе. Организаторы митинга старались направлять протест в мирное русло. Однако из-за огромных масштабов протесты не получилось урегулировать. Протесты с лозунгом «Black Lives Matter» охватили всю страну. Во многих штатах начались мародерство, грабеж, столкновения с полицией. Беспорядки выпали на тяжелое время. COVID-19 лишил многих работы, что стало огромным толчком к росту преступности. Из-за протестов и мародерства в городе так и не открылись многие магазины, а на улицах стало небезопасно. Аляска перешла во владение Соединенных Штатов Америки в 1912 году. Сделка о ее покупке у Российской империи была подписана в 1867 году, а сумма сделки составила $7,2 миллиона. В России эту сделку называют самой неудачной во все времена. В США ее также считают провалом. Анкоридж является самым крупным городом в штате Аляска. Он возник вокруг Аляскинской железной дороги и быстро вырос во время Второй мировой войны. Сильным толчком для дальнейшего развития стало строительство международного аэропорта Анкориджа, а также открытие месторождения нефти Прудо-Бэй. В самом северном городе США достаточно высокий уровень преступности, хотя за последние годы он медленно снижается. В штате Аляска большие проблемы с имущественными преступлениями. Часто встречаются случаи грабежа на улице с применением насилия. И это далеко не все преступления, что происходят на Аляске. В Анкоридже было много громких случаев, например, в период с 1971 по 1983 год. Роберт Хансен похитил, изнасиловал и убил по меньшей мере 17, а возможно более 30 женщин. В 2016 году Джеймс Дейл Ричи убил минимум 5 человек и ранил одного полицейского. Новый Орлеан в штате Луизиана стал самым густонаселенным городом штата. Город известен своей ночной жизнью, музыкой и кухней. В нем ежегодно проводятся фестивали и карнавалы. А отличительной чертой Нового Орлеана стала смешанная архитектура. Ночная жизнь города также пагубно влияет на уровень преступности. Новый Орлеан называют столицей убийств в США. За последние 4 года количество убийств на улицах города выросло в разы. Правительство города старается сделать все, чтобы снизить уровень преступности. В сентябре официальные лица в Новом Орлеане объявили о плане на $80 миллионов по увеличению зарплаты полицейским, предложению бесплатного медицинского обслуживания и предоставлению $30 тысяч в виде повышенных стимулов при найме новых сотрудников в департаменте. Однако даже такие решительные действия не помогают улучшить ситуацию в городе. За 2022 год зафиксировано 280 убийств, что намного выше среднестатистических показателей по стране. Кливленд является вторым по населению городом в штате Огайо. В городе множество университетов, а по качеству предоставляемых медицинских услуг Огайо занимает одно из первых мест в стране. Во многом это связано с тем, что в городе базируется всемирно известная Кливлендская клиника, национальный лидер в области кардиологии. Кливленд стал первым городом по количеству совершаемых насильственных преступлений, а по списку самых худших городов для жизни город занял 5-е место в 2016 году.
Так как большинство преступлений происходит в восточном Кливленде, посещать другие районы города куда безопаснее. В городе много бездомных, поэтому не стоит носить с собой много наличных. Грабеж на улицах – частое дело. Большое количество наркотиков, высокий уровень безработицы и бандитизм стали причинами высокого уровня преступности. Правда, туристам бояться нечего. Если соблюдать некоторые правила предосторожности, гулять днем и ночью по городу сможет даже одинокая девушка. Балтимор – город на восточном побережье, который является самым большим городом штата Мэриленд. В городе много крупных работодателей, в связи с чем его экономика хорошо развита. К крупнейшим относятся Моргановский университет штата и Национальный медицинский центр больницы Джонса Хопкинса, одноименного университета. Несмотря на крупных работодателей, в городе все равно высокий уровень преступности, значительно превышающий средний уровень по стране. Количество насильственных преступлений резко возросло в 2015 году из-за смерти Фредди Грея от рук полицейских. Город накрыла волна протестов и беспорядков, которая привела к увеличению числа грабежей, вандализма и насилия. Но до 2012-2013 годов уровень преступности постепенно снижался. Объяснить это можно постоянным вниманием городских властей к бывшим преступникам и повышенным участием общественности. Однако спад в Балтиморе был недолгим, поскольку в 2012 и 2013 годах количество преступлений увеличилось. А в 2015 году в городе было зарегистрировано в общей сложности 344 убийства. А дальше ты узнаешь ужасающие факты про столицу США. В самом начале видео мы говорили о городе, который входит в двадцатку по уровню преступности. Так вот, это город Вашингтон, столица США. Его называют округом Колумбия, сокращенно DC, чтобы не путать с одноименным штатом Вашингтон. В городе постоянно проживает свыше 600 тысяч человек. Но во время рабочих дней из-за приезда жителей из пригорода количество жителей увеличивается до 1 миллиона. Как и во всех других крупных городах, в Вашингтон, Д.С. есть проблема с преступностью. Даже несмотря на то, что в городе штаб-квартира Федерального бюро расследований и Управления по борьбе с наркотиками, наркотическая эпидемия 80-х-90-х годов сильно повлияла на город и привела к значительному росту преступности. Число убийств в пике достигло 482 в 1991 году. Уровень преступности постепенно начал снижаться в середине 90-х годов и в настоящее время снизился в 2 раза относительно 80-х-90-х годов. Произошло это благодаря усилиям властей по улучшению районов, инвестициям в бизнес и различным экономическим проектам, направленных на улучшение качества жизни граждан. Все эти действия помогли привлечь новых жителей. Однако проблема преступности не решена полностью. Даже сейчас на улицах города может быть небезопасно. Детройт – столица американской автоиндустрии 50-х годов 20 века. В те времена город представлял собой один большой военно-промышленный конгломерат. В нем сосредоточились почти все крупнейшие автомобильные заводы страны. Такие именитые бренды, как Ford, Chrysler, General Motors базировались именно в Детройте. Все эти факторы повлияли на экономическое развитие города. Однако в 50-е годы начался отток высококвалифицированных специалистов из города. Из-за того, что самое платежеспособное население разъезжалось, начались экономические проблемы. Кульминацией краха стал нефтяной кризис 1973 года, который затронул почти всех производителей автомобилей. Заводы в городе один за другим начали закрываться, а отток населения стал еще выше. В городе начали появляться полностью заброшенные районы, где поселились бездомные и маргиналы. Все это увеличило уровень преступности в городе. В настоящее время в городе по-прежнему большие проблемы с криминалом. Американский город Бирмингем находится в штате Алабама. Он был назван в честь британского города Бирмингем, промышленного центра Англии, который стал очень известен после выхода сериала «Острые козырьки». В штате Алабама это крупнейший город, а по состоянию на 2018 год в нем проживает свыше 200 тысяч человек.
Бирмингем также является одним из важных промышленных центров Америки. Проблемы с преступностью не обошли и этот город стороной. Американский Бирмингем опасен, потому как в нем неутешительная статистика убийств. Некоторые районы города вовсе стоит избегать, так как в них орудуют банды. Однако не все так плохо, как может показаться на первый взгляд. Некоторые районы можно посещать туристам даже в одиночку. Власти стараются свести к минимуму преступность в городе и выделяют на это достаточно большие средства. Поэтому на улицах могут часто встречаться полицейские патрули. А следующим в списке станет настоящий город грехов. Американский город Сент-Луис, находящийся в штате Миссури, признан одним из самых опасных городов США. Благодаря чему он и получил столь громкое прозвище – «Город грехов». В 2010 году он находился на первой строчке среди самых опасных городов Америки. Все дело из-за переезда самой платежеспособной прослойки населения в другие города и пригород и изменения структуры экономики города в 1950-х годах. С тех пор в городе все меньше жителей, а тяжелых преступлений все больше. В городе совершались всевозможные преступления, от торговли наркотиками до изнасилований и убийств. В соответствии с данными ФБР, в среднем в 2009 году на 100 тысяч граждан США пришлось 429,4 подобных преступления. В Сент-Луисе, втором по размеру городе в штате Миссури и одном из крупнейших городов относительно благополучного американского Среднего Запада, этот показатель превысил 2000. Внушительные цифры, не так ли? Следующий по списку – город, в котором по статистике каждый 16-й житель стал жертвой преступления. Окленд – этнически разнообразное сообщество с населением более 400 тысяч человек. Занимает 8-е место в списке самых опасных мегаполисов США. Уровень преступности здесь примерно в 4 раза выше среднего по стране. Несмотря на снижение уровня насильственных преступлений в 2016-2017 годах, количество преступлений сейчас на 235% выше, чем в среднем по стране. В городе зарегистрировано 6664 преступления на 100 тысяч жителей. Причем на изнасилование приходится 104 случая, на грабеж – 610, а на кражу – 3655. Повсюду патрулируют полицейские, но это не помогает. В городе все еще орудует большое количество банд, контролирующих наркоторговлю. Если вы захотите посетить город в качестве туриста, сильно переживать не стоит. Днем вам почти ничего не угрожает, лишь большое количество бездомных может помешать беспечной прогулке по городу. А вот ночью в одиночку будет уже не так безопасно. Лучше всего передвигаться группой. А дальше мы расскажем, насколько опасно в самом туристическом городе США. Нью-Йорк по праву считается самым туристическим городом США. В 2010 году его посетило более 48 миллионов человек. Этот город также является самым крупным в стране и насчитывает порядка 8,5 миллионов жителей. Почему так много туристов и жителей? Да все дело в том, что Нью-Йорк является чуть ли не главным экономическим центром США. В городе расположились уйма финансовых организаций. Улица Уолл-стрит известна по всему миру. Дорогие ателье и бутики на каждом шагу. Но мы собрались тут не для этого, а чтобы узнать про преступность в самом большом городе США. Вы удивитесь, но уровень преступности в Нью-Йорке достаточно низок. Конечно, в 80-х-90-х годах прошлого столетия в городе было много проблем, связанных с криминалом. В те времена статистика была неутешительной – несколько тысяч убийств в месяц. Но в наше время все стало намного лучше. Так как город стал туристическим центром, власти направили все силы, чтобы сделать город безопасным. И статистика это подтверждает. Тяжелых преступлений совершается в среднем, как и по всей стране. Так что можно не бояться при посещении этого прекрасного города. В заключение хотелось предупредить вас. Не все города в развитых странах безопасны. Почти везде есть опасные районы, которые стоит обходить стороной. Но в туристических городах и районах достаточно безопасно, ведь власти вкладывают в охрану таких районов много сил и средств. На этом у нас все. До встречи в новых видео.